Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду делать подъемную кровать для кукол. Я хочу поблагодарить тех, кто все еще смотрит меня с подпиской. Спасибо, что остаетесь со мной, несмотря ни на что. И отдельная благодарность моим самым лучшим спонсорам на Бусти. Ваша поддержка для меня очень важна. И давайте начинать. Основным материалом для кровати сегодня будет полюбившийся мне переплетный картон, из которого я уже делала комод, стол и стулья. У меня он толщиной 2 мм. Этот картон лучше всего резать строительным ножом. Ножницы будут сминать край. Склеивать все это я буду клеем Момент Столяр. У меня быстро сохнущий. Для матраса возьму поролон толщиной 2 см. На него сошью чехол из вот такой не тянущейся ткани. Подойдет любая. У меня это какая-то синтетическая подкладка. Также из нее можно сделать своего рода петли для подъемной части кровати. Но я для этого возьму мелкий фатин. В его ячейках клей будет лучше держаться. Окрашивать кровать я буду обычной художественной акриловой краской. Сразу скажу, у меня ушел целый такой тюбик. А еще я хочу сделать подсветку. Для этого возьму гирлянду Росу на батарейках. Я буду делать подсветку в 3 слоя, поэтому взяла 3 метра. Ссылку на эту гирлянду я оставлю в описании под видео. Для начала вырезаю все детали кровати. Исходя из размеров моей Барби, я решила сделать кровать 20 на 33 сантиметра. Так как она подъемная, понадобится 2 детали донышка, условно верхняя и нижняя. Чтобы при подъеме матрас никуда не сползал, сверху сделаю бортики. Боковые детали скашиваю с одного конца под 45 градусов. Снизу сделаю короб с бельевыми ящиками высотой 3 см и еще перегородку между ними, которая будет дополнительным ребром жесткости. Чтобы спрятать все стыки, добавлю внешние планки. И, конечно, само изголовье. Ножки буду склеивать из 4 деталей, поэтому их нужно много. Ну и дополнительно вырежу декоративные планки для изголовья и изножья. Если вы будете украшать кровать по-другому, то этот этап можно пропустить. Теперь начну все это собирать. Для верхней крышки приклеиваю бортики по 3 сторонам донышка. Пока крышка сохнет, займусь нижним коробом. Также приклеиваю детали поочередно к другому донышку. Мне удобнее сначала приклеить среднюю планку, которая будет регулировать размеры ящиков. Я приклею прямо по центру. Затем подклеиваю одну поперечную планку. Потом обе боковые. И в конце вторую поперечную. Теперь возвращаюсь к верхней заготовке. Переворачиваю ее. От края со скошенными боковинами отступаю 1,5 см. Сюда буду приклеивать ткань. Но сначала загрунтую место, промазав клеем. Также грунтую клеем 1,5 см со внутренней стороны
нижнего короба. После высыхания приклеиваю полоской ткани длиной 19,5 и шириной 3 см. Промазываю клеем прям жирненько, от души, и оставляю сохнуть. После этого кладу крышку на короб и отступаю на толщину картона. А затем приклеиваю оставшуюся ткань к загрунтованной внутренней стенке короба. Можно сначала закрепить ткань в нескольких местах, а когда она зафиксируется, намазать основной слой. Также можно закрыть крышку, выровнять края и подождать, чтобы клей схватился. Ткань подтянется на место. И в таком положении уже полностью промазывать ее клеем. Должна остаться небольшая щель между коробом и крышкой. Чтобы верхнюю часть было удобно поднимать, сделаю своего рода ручку. Беру полоску той же ткани шириной полсантиметра и длиной 7 см и приклеиваю ее на крышку посередине с нижней стороны. Теперь беру детали ножек и склеиваю их по 4 штуки. Неровности после высыхания можно подшкурить наждачкой. Ножки буду приклеивать снизу на короб. Размечаю место на углах, отступив с краев по 1,5 см. Место для ножек вначале также загрунтую. И затем приклеиваю сами ножки. Также подойдет и секундный клей-момент. Оставляю высыхать. А пока займусь декоративными панелями. Для начала возьму изножье и приклею тонкие декоративные планки по 4 краям. На изголовье приклеиваю 3 планки на верхнюю часть. Затем отступаю от них по 1 см сверху и по бокам. Приклеиваю с 2 сторон широкие панели. А третью широкую приклеиваю посередине. Вот такой минималистичный декор. После этого приклеиваю внешние панели. Их буду выравнивать по верхнему краю крышки. И клеем промазываю только стенку нижнего короба, чтобы крышка могла свободно открываться. Сначала клею боковые, а затем изножья. Также только к планке короба. И в конце приклеиваю изголовье.
После высыхания можно красить. Можно кистью, а можно и губкой. Для полного перекрытия мне понадобилось 3 слоя. А пока краска сохнет, займусь матрасом. Выкраиваю из ткани 2 прямоугольника. Сейчас рисовать по ткани мне нечем, так что я сделаю разметку, вытянув нить. Сначала беру большой прямоугольник. По изнаночной стороне у меня это будет более глянцевое. Буду сшивать уголки. Складываю по диагонали квадрат пересечения боковин. И прошиваю насквозь по линии боковины до начала припусков на швы. Например, швом назад иголка. Так делаю на всех 4 углах. Теперь накладываю маленький прямоугольник изнанкой вверх. И сшиваю их вместе по линии припусков. Уголки загибаю к меньшим сторонам, то есть изголовья и изножья. Оставляю непрошитым небольшой участок, чтобы вывернуть чехол и вложить внутрь поролон. Для удобства можно сначала сколоть все края иголками. Через оставленное отверстие выворачиваю на лицевую сторону. И вкладываю внутрь поролон. Расправляю и подгибаю припуски к боковинам. В конце зашиваю отверстие по лицевой стороне потайным или матрасным швом. При желании можно шить подушки и одеяло, например, как я делала в видео про диван. Или набросить уютный плед. И осталось только сделать подсветку. Переворачиваю кровать кверх дном и беру гирлянду. Ее можно приклеить на клей или горячий пистолет. Ну а я возьму просто малярный скотч. Если что, его можно будет снять, не повредив краску. А если оставить надолго, то малярный скотч, как ни странно, приклеивается намертво. Прокладываю гирлянду с краю по всему периметру. Начну с изножья. Фиксирую тонкими полосками скотча за проволоку между лампочками. Так делаю 3 оборота, стараясь, чтобы лампочки располагались на разном расстоянии друг от друга. Блок гирлянды можно приклеить ко дну, но так, чтобы была возможность сменить батарейки. А можно просто положить на пол под кровать.
застилаем. И вот такая кровать для кукол у меня получилась. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.